Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие носочки спицами. Короткие носочки у меня сегодня. Сейчас сразу сниму с манекена, чтобы было более понятно. Вот такая модель. На размер 38-39 они у меня будут. Значит, вязать я буду, это у меня 40 размер. По размерам в процессе вязания все тоже буду говорить. Вязать можно в любом цвете. Примерила на ножку, сидят хорошо, удобно. Вязать я буду, пряжа у меня 3 цвета. Зеленый, желтый, белый. Так, у меня это турецкий акрил в 100 граммах 240 метров. Вы можете вязать любой пряжей. Если метраж более-менее подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Также для вязания мне понадобится 2 пары спиц. Вот я взяла. Почему? Потому что я буду на каждую пару набирать вот отдельно резинку, потом рулик провяжу, потом эти две части будем соединять. Значит, дальше. Прежде чем перейти к вязанию, немножко пройдусь, как я вязала эти носочки, как я буду вязать сейчас второй носок. То есть, значит, они у меня из 2 половинок. Сначала я свяжу резинку, потом свяжу рулик, все это соединим. Далее провяжу пятку. В этот раз у меня вот такая вот пяточка круглая. Провяжу пятку. Далее перейду, провяжу период вот до начала, скоса на пальчике на мыс. Здесь я остановлюсь. Продолжу вязать заднюю часть подошву и сразу буду присоединять к переду. И также вот у меня убавки, подъем получился. Провязала, соединила, далее перешла на 5 спиц и начинаю делать убавки на мыс. Сделала убавки на мыс и закрыла мыс. Все очень быстро, просто. Даже вот если протерлась, например, подошва, можно за ниточку здесь подтянуть. И сразу же задняя часть подошвы у нас распустилась, верхняя осталась целая, будем так говорить. И где-то что-то исправить. Вот так я их буду вязать. Так, дальше что? Значит, сейчас я на 5 спиц на размер 38-39 я набрала 58 петель. Наберу 58 петель, провяжу резинкой 12 рядов белым цветом. Потом на вторую пару спиц зеленым цветом я наберу также 58 петель, провяжу 7 рядов лицевой гладью. Потом это все буду соединять, а потом перейду к пятке. На размер 40-41 я набрала 62 петли. Опять же, от ширины ноги. Если нога не сильно широкая, то можно набрать 60. 36-37 на пару петель меньше. Опять же, сейчас я замеряю ширину, длину в сантиметрах. Ну и также по ходу вязания, опять же, буду это все замерять. Давайте сразу замеряем. Так, вот ширина в середине у меня 10 сантиметров. Теперь по длине, ну длину здесь на каждый размер увеличиваем. По длине они у меня 23,5. Пускаю на растяжку. Вот так вот. Передняя часть, опять же, сейчас я буду вязать каждой части по отдельности и в процессе опять буду замерять. Все, я вязала подошву, значит, и переднюю часть, это у меня лицевая гладь. Узор я вывязала платочной вязкой. Вот такой вот, только узор платочной вязкой вывязала. Пяточка у меня также платочной вязкой. Ну, здесь резинка и рулик, лицевые петли. Так как мы вяжем по кругу, все провязала лицевыми петлями. Так, перехожу, наверное, к вязанию. Еще что советую. Быстренько, на скорости можно видео все просмотреть, пролистать, чтобы было более понятно, что, как, к чему вязать, а потом уже приступать к вязанию. Значит, вяжу сейчас резинку белым цветом. Набираю 58 петель, как я уже говорила. Можете набирать любым удобным для вас способом. Я в этот раз наберу, как называют, точечный набор, узелковый набор. Две петли вместе.
2 петли на спице, теперь 1, 2, 3, теперь нить перевела на палец, с под низу набрала 4, теперь нить перевела 5, подхватила 6, 7, опять нить поменяла палец, с под низу захватила 8, теперь сверху, теперь снизу. Вот таким способом я буду набирать. Наберу 58 петель и плюс 1 для соединения, то есть 59. Потом мы соединим, и у нас опять останется 58. Так, это я где закончила, вторую спицу. И вот опять продолжаю набор. Ну или обычным способом, таким, как вы привыкли, можете набирать. Значит, набрали 58 петель и провяжу 12 рядов резинкой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Набрала петли на 4 спицы, распределила их. Значит, вот задние 2 спицы. На одной спице у меня 14, на второй 15. Ну и точно так же здесь 15 и 14. Эти задние 2 спицы у нас будет пятка потом. Далее, если вы набирали таким же набором, как я набирала, получилось, вот смотрите, как по 2 петельки. Теперь каждую петлю мы провязываем. Все, начала я, соединила 2 петли и поехала. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, где я здесь закончила? Изнаночная, лицевая. Все, вяжем теперь по кругу. Считаем ряды, что во втором носке не запутаться. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Не отображает камера, здесь просто край немножко по-другому выглядит, и он более как вовнутрь заворачивается. Мне такой прием больше понравился. Рулик я, когда буду набирать петли, я наберу обычным способом, потому что рулик у нас будет закручиваться вовнутрь, поэтому там не важно. Так, вяжем. Изнаночную провязали, лицевую, изнаночную провязали, лицевую. Провязываем 12 рядов резинки, встречаемся. Так, провязала высоту 12 рядов, и в сантиметрах это у меня чуть больше 3 сантиметров. Отложили, нить обрезала, белый цвет мне больше не нужен. Далее опять на 4 спицы основным цветом зеленым набрала 58 петель и вяжу все лицевыми петлями, провязываю 7 рядов. И 2 детали эти будем соединять лицевыми петлями, по 2 петли вместе будем провязывать. Так, провязала 7 рядов. Вот, опять хотите, чтобы вот этот рулик был потолще, можно и больше рядов, конечно, провязать. У меня 7. Так, вот провязала до середины. Теперь 2 детали соединяем вместе. Теперь надо это аккуратненько друг на друга вот так вот перенести все. Так, сложила вместе. Хвостики здесь. Теперь одну зеленую и одну белую провязываем вместе. Основным цветом, уже говорила, да? Провязала, сняла, подтянула. Полностью соединим все петли и один ряд по кругу провяжу я изнаночными, можно лицевыми, без разницы.
После того, как соединю все петли, провяжу еще один полный ряд. А потом перейду к пятке. Так, одну зеленую взяла, одну белую и 2 вместе соединяю. Одна зеленая, одна белая, соединили. Одна зеленая, одна белая, соединили. Одну зеленую, одну белую, провязали вместе. Так, довязываем, так соединяем все петли. Соединили все петли и один ряд по кругу я провязала изнаночными. Как я уже говорила, можно лицевыми, можно изнаночными. Значит, теперь далее я буду вязать вот задние 2 спицы. У меня 29 петель. И я буду вязать сейчас вот заднюю стенку пятки, да. Высоту сразу сейчас скажу. Значит, у меня 29 петель передние 2 спицы и 29 петель задние. Высоту я буду вязать все лицевыми петлями, лоточной вязкой. Высоту по дорожкам, если посчитать, у меня будет 16 дорожек. Значит, на размер 40-41 провязать 17 дорожек, 36-37 15. В сантиметрах это должно быть, у меня будет 6 сантиметров. И на каждый размер на полсантиметра больше или меньше. На 40-41, значит, у нас будет 6,5, на 36-37 5,5 должно быть, получается. Вот так вот. Так, теперь еще что хотела сказать. Узор, передняя часть, нечетное количество петель. Ну, у меня и так нечетное количество петель. Если у вас получилось четное количество петель на спицах, тогда одну петельку с передней части можно сейчас перебросить на задник, на пятку, и на одну петлю больше вязать задник. Потом, когда мы провяжем весь вперед и перейдем на мысок, мы эту петлю вернем обратно. Вот когда у нас будут убавки на мыс, мы ее обратно потом вернем. Но, как я уже сказала, у меня передняя часть нечетное количество петель. Значит, сейчас вяжем пятку. Провязываю я 16 изнаночных дорожек у меня будет. С изнаночной стороны сразу все провязываю лицевыми петлями. Кромочные я провязываю изнаночными. 29 петель. О, боже мой, что это такое? Что это? На экране у меня придется отключиться. Так, довязываю изнаночную сторону пятки лицевыми петлями до конца. Кромочная у меня изнаночная петля. Перешли на лицевую сторону. Продолжаю вязать все лицевыми петлями. Первую снимаю, далее продолжаю опять вязать лицевыми. Провяжу 16 изнаночных дорожек. К вам вернусь и будем делать далее убавки, прибавки по пятке. Провязала я 16 рядов, 6 сантиметров. Теперь далее, как я распределила петли, по бокам у меня по 11 петель, в середине 7 петель. Вот так я распределила петли. Далее продолжаем, теперь соединяем пятку, вяжем, провязываю 11 петель первые, опять продолжаю вязать лицевыми петлями, первую снимаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали. Средние 7 петель провязываем также лицевыми до последней 7 петли. Последнюю петлю буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, последняя петля у меня осталась. Маркер сейчас уберем. 7 петля и петля с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой петлей. Провязала. И еще одну провязываю лицевой. Провязала. Нить перевела вперед.
Первую петлю снимаю, оставшиеся все петли до последней провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь у меня 8-я петля. Теперь сняла последнюю петлю и петлю с боковой спицы 2 вместе провязываю лицевой, провязала, и еще одну петлю провязываю лицевой. Развернулись на лицевую сторону, первую опять снимаю, провязываю до последней петли опять все петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 7-я, 8-я, 9-я последняя. 2 петли вместе провязала, петля последняя и петля с боковой спицы. 2 вместе провязала лицевой, и еще одну добавила лицевой петлей, провязала, подтянула, развернулась опять на изнаночную сторону. Первую снимаю, опять провязываю до последней петли и последнюю буду соединять. Так, довязала до последней петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Последняя петля. И петля с боковой спицы 2 вместе провязала лицевой. И еще одну петлю добавила, провязала лицевой. Опять развернулась на лицевую сторону. Продолжаю все то же самое. Первую петлю снимаю. Провязываем до последней петли все лицевыми. Последнюю петлю соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываем и добавляем одну петлю, провязывая ее лицевой. Так буду вязать, пока у меня не закончатся все петли на боковой спице. В итоге у меня останется всего на спице 17 петель. После того, как соединю все петли. Так, вот последняя петля осталась. Соединяю 2 петли, опять лицевой провязала, еще одну лицевой провязала, развернулась, первую снимаю, опять провязываю изнаночную сторону, вяжем все лицевыми и последнюю петлю провязываю с петлей с боковой спицы 2 вместе лицевой. Так, осталась одна петелька. Соединила с петлей с боковой спицы 2 вместе. Соединили. Одну петлю добавила, провязала лицевой. Развернулись. Продолжаем. Вяжем, заканчиваем пятку. Довяжем, соединим все петли до конца. Так, заканчиваю вязать пяточку. Значит, что у меня здесь последний ряд. Что у меня здесь осталось? Одна петля, и здесь одна петля осталась. Значит, последние 2 я провяжу вместе. Развернулась на изнаночную сторону. Здесь осталась одна петля. Довязываю ряд до конца. И последние 2 петли провяжу вместе. И на этом пятка будет пока все. Перейдем сейчас, будем вязать переднюю часть. А потом опять вернемся к пятке. Так, осталось 2 петли. Я их вместе провязала. Так, что у нас здесь получилось? Вот так вот у меня получилось. Так, теперь можно взять это на нитку, чтобы спица не мешала. Оставим. Нам нужно разделить моточек на 2. Я сразу забыла это сказать. Нить обрезать здесь не буду, потому что потом мы здесь вязание продолжим. Значит, сейчас мы перейдем на переднюю часть. Подвяжем ниточку. Так, вот подвязала нить. Значит, сейчас передняя спица 29 петель. Будем вязать переднюю часть.
до узора я провяжу 12 рядов лицевой гладью, потом перейду к узору. Так, что здесь еще сделаем? Вот у нас здесь осталось хвостик, нитка. Давайте мы его сразу спрячем. А вот на изнанку вытащили, немножечко подтянули, чтобы не отворачивалось это дело. И здесь закрепить. Так, теперь далее. Как будем вязать теперь переднюю часть? Сейчас сразу перейду к схеме. Я для узора сразу вот нарезала себе ниток, чтобы с клубочками не заморачиваться. Узор сам будет маленький, небольшой, потом просто нитку эту вытягиваю. Ну, вы как хотите, можете из клубочка вязать. Я нарезаю нитки. Значит, смотрите. Так, схема вот, надеюсь, вместить. Всю переднюю часть вот разрисовала. Смотрите, значит, сейчас вот 29 петель у меня. Вот они. Вот это вот спица вот. Провяжу я 12 рядов. На размер 40, сразу скажу, я провязала 10 рядов. И в узор я добавила 1, 2, 3, 4. Еще один вот цветочек, еще один раз узор я провязала здесь. На 38-39 этого достаточно. Кому может чуть подлиннее, тогда вот здесь. Вот потом подлиннее можно увеличить после узора. Значит, провяжем сейчас лицевой гладью поворотными рядами на 2 спицах. Лицевая сторона лицевые петли, изнаночная сторона изнаночные петли. Далее перехожу к узору. Зеленый основной цвет у меня. Также я буду продолжать вязать лицевыми. Узор у меня будет меняться только по лицевой стороне. По изнаночной стороне я буду его провязывать лицевыми петлями, платочной вязкой. По узору, как он смотрит, так и буду провязывать. А по лицевой стороне по схеме уже буду менять узор. Значит, что вот у меня здесь крестик. Крестик, это я вот закончу узор, довяжу до последней вот этой вот белой клеточки. Это у меня белый цвет, это у меня желтый цвет. Здесь я остановлюсь, потом перейду на заднюю часть, начну вязать подошву. Будем соединять боковые кромочные петли, по 2 вместе связывать. Ну, я это все буду провязывать, просто сейчас рассказываю. После того, как я соединю потом подошву и переднюю часть, вот ряд у нас соединительный прошел, следующий ряд, еще один ряд я провяжу. И далее я буду делать убавки через ряд. Вот через ряд делаю убавки. И с 15 ряда потом я делала убавки в каждом ряду. Далее на спицах у меня осталось по 5 петель, всего 10 петель, и я закрыла. Вот так. Схема, значит, будет на канале сообщества, как оно сейчас называется, записи, графа записи. Там фотографии и схемы. Так что схему можно там взять. Сейчас я ниже опущу камеру. Можно также сделать скриншот, остановить. Схема очень простая, ничего там сложного нет. Ну вот только настолько смогла камеру опустить. Так что можете видео остановить и сделать скриншот. Или же взять на канале. Ну, а я, пока не начнет повторяться узор, провяжу сейчас. Так что можете вязать вместе со мной. Кто знает, как вязать по схеме, вяжите сразу по схеме. Так, перехожу к вязанию. Так, нить подвязала. Значит, сейчас что я делаю? Провязываю 12 рядов. Лицевая сторона лицевые петли, изнаночная сторона изнаночные петли. Провяжу, замерю вам это в сантиметрах. Так, вяжем до конца. Лицевые, кромочную провязываю изнаночной. Так, последняя изнаночная. Развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю. Оставшиеся все петли провязываю изнаночными. И опять кромочную провязываю изнаночной. Так, провяжу сейчас эти 12 рядов, к вам вернусь. Провязала 12 рядов в высоту, в сантиметрах это у меня 3 сантиметра. Перехожу к узору, вяжем первый ряд узора, подвязываю желтый цвет. Так, первые 9 петель провязываю основным цветом, считаю вместе с кромочной.
1, 2. На улице крики, дети играют, так что я извиняюсь за задний фон, но поделать ничего нельзя. Каникулы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель основным цветом провязала. Далее 2 петли желтым провязываем лицевыми. Узор буду вязать лицевыми петлями и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне буду вязать лицевыми. 2 желтым провязали. Далее 7 петель основным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и опять 2 желтых. Я нить перетягивать не буду, такую большую протяжку, подвяжу еще один желтый цвет. 2 желтым провязали, и у нас осталось 9 петель. Довязываем до конца основным цветом. Кромочную провязываю изнаночной. Так, это у нас первый ряд. По изнаночной стороне мы вяжем по узору, поэтому я его буду считать как продолжение. Первый ряд заканчиваем сейчас по изнанке. Значит, основной цвет мы провязываем изнаночными петлями. Вначале пару рядов в изнаночную сторону провяжу, потом далее все по узору. Изнанку показывать не буду. Здесь нити мы перебрасываем. Желтый цвет, узор у нас, я их провязываю лицевыми. Плотненько. 2 желтых провязала лицевыми. Провязали. Теперь опять продолжаем вязать основным цветом. Провязываем средние 7 петель. У нас было 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Опять у нас 2 петли желтым цветом. Провязали лицевыми. И опять зеленый цвет. Довязываем до конца изнанку. Основной цвет, изнаночные петли. Все, изнаночная сторона, как я уже говорила, без изменений. Каждый цвет над своим цветом. Довязали второй ряд. Опять первые, сколько у нас теперь получается? 8 петель. 8 петель провязываем основным цветом. 2, 4, 6, 7, 8 провязали. 4 петли желтым. Ниточки перебрасываем, чтобы не было здесь дырок, перетянули. Две петли основным цветом провязываем. 1 петля белым, подвязываем белый цвет. 1 белым провязали и дальше вяжем симметрично. Что вязали на этой стороне, точно так же провязываем вторую сторону. Опять у нас 2 петли зеленым цветом провязали. 4 петли желтым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. У меня зеленый. 4 петли желтым провязываю. Перешли на зеленый цвет. Провязываем до конца все петли основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кромочная, изнаночная. Переходим на изнаночную сторону. Второй ряд довязываем по изнанке, провязываем без изменений, все по узору. Первые петли у нас идут основной цвет, провязываем изнаночными. Далее петли узора желтый цвет провязываем лицевыми.
Подтянули немножко. Теперь у нас 2 петли зеленых, провязываем изнаночными. Далее 1 белая, провязываем лицевой. Опять 2 изнаночных зеленых провязала. Далее 4 петли желтых, провязываем лицевыми, платочной вязкой мы вяжем узор. И оставшиеся петли до конца ряда, основной зеленый цвет, довязываю изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Вот так вот мы будем вязать всю изнанку. Основной цвет я провязываю изнаночными, а цвета, которые узор у нас белый и желтый, провязываю лицевыми. Переходим на лицевую сторону. Далее у нас что идет? Это был у нас второй, третий ряд узора, да? Второй, третий получается. Опять первые 8 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Это у нас третий ряд вяжем. Далее 1 петля желтым цветом, 1 петля белым. Я подвязывать не буду новый цвет, я просто протяну ее. Хотя можно и подвязать было. Ну, из-за 1 петли решила не подвязывать. 1 белым провязали, 2 желтым, 1 основным цветом, 1 белым, 1 основным цветом, 1 белым и 1 основным цветом. Далее 2 петли желтым цветом провязываем. Одна белым. Одна желтым. И оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом, зеленым цветом довяжу петли, оставшиеся петли. Значит, это у нас третий ряд. Довязываем до конца и по изнанке провязываем без изменений все по узору, каждый цвет над своим цветом. Довязываем изнанку. Встретимся в следующем ряду. Четвертый ряд узора, лицевая сторона. Первые 9 петель провязываем основным цветом. Первую снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали. 2 петли желтым, провязали. 1 петля основным цветом, зеленым, провязала. Далее белый цвет, 1 белым, 1 основным цветом. В шахматном порядке здесь вяжем. В итоге у нас будет 3 белых петли. 1 белым, 1 основным, 1 белым, 1 основным, 1 белым. Дальше 1 петля основным цветом зеленым, 2 петли желтым, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом. Это у нас четвертый ряд. 1, 2, 3 и сейчас 4 вяжем.
Довязали до конца и по изнанке возвращаемся по узору без изменений. Довязываем. Довязали изнанку, переходим на лицевую сторону. Пятый ряд узора у нас 1, 2, 3, 4, 5. 11 петель провязываем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь нить переброшу, желтый цвет. И 11 провязала. Далее вяжу в шахматном порядке. Одна белая, одна зеленая основная, одна белая, одна зеленая. Одна белая провязали, одна зеленая основной цвет, одна белая, одна зеленая, одна белая, одна зеленая, и еще раз одна белая. Оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Опять же у нас 11 петель, как было в начале. И по изнаночной стороне возвращаемся, вяжем по узору без изменений. Здесь желтый цвет нить протянула. Все, довязываем ряд до конца. Встречаемся в следующем 6-м ряду в лицевом ряду. Лицевая сторона, 6-й ряд узора. Первые 12 петель провязываем основным цветом. Кромочную снимаю, ее тоже считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Теперь у нас должно быть 3 белых петли. Опять вяжем в шахматном порядке. Одна белая, одна зеленая, одна белая, одна зеленая. Одна белая провязали. Одна зеленая, основной цвет провязали. Одна белая провязали. Одна основным цветом провязали. Еще раз одна белая провязали. Все, оставшиеся петли до конца ряда довязываю основным цветом. Это у нас был 6-й ряд. Довязали до конца, по изнаночной стороне возвращаемся по узору. Лицевая сторона, 7-й ряд узора. Теперь сейчас у нас опять повторяется вот этот вот желтый фрагмент, цветочек, так его назовем. Значит, идет у нас повтор и заканчиваем вязать ромб белый. Опять в начале 9 петель основным цветом провязываем. Семь, 8, 9 петель провязала зеленым. Далее 2 желтым. Две основным цветом. Одна белым. Одна основным цветом. Одна белым. Мы расширили, в середине у нас 4 петли, и теперь будем убавлять, пока не останется одна петля. Вот так, может, кому-то будет более понятно. 2 белых петли, 2 белых петли провязали. Теперь далее у нас 2 зеленых и 2 желтых. Все провязали. Осталось
9 петель, довязываем до конца ряд основным цветом. Это у нас 7 ряд. Довязываем до конца по изнаночной стороне без изменений, провязываем по узору, возвращаемся в начало ряда. Перешли на лицевую сторону, 8 ряд узора. Сейчас, значит, желтые эти цветочки продолжаем вязать точно так же, как мы вязали в начале. Так, что у нас там теперь? 6, 7, 8. 8 петель основным цветом провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. 4 петли желтым цветом. Две зеленым, основным, одна белым, опять 2 зеленым и 4 желтым. Четыре желтым провязали, и оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом и по изнаночной стороне возвращаемся в начало ряда по узору. Это у нас был 8 ряд. Перешли на лицевую сторону, 9 ряд узора. Далее у нас все, узор начинает повторяться. Вот мы убавили до одной петельки. Теперь повторяем. У нас идет на расширение. В следующем ряду ромбик у нас 2 петли, 3 белых петли, 4 белых петли и потом убавки. Цветочек желтый я с вами уже провязала. Полностью ромб провязала. Теперь повтор. Вот смотрите, 9 ряд остановилась сейчас. Опять провязываем то же самое, что мы вязали внизу, цветочек. И второй ряд. Идут у нас шахматка в шахматном порядке. Расширяем. Опять то же самое делаем, что делали в самом начале. Повтор. Всего я провяжу вот 3 цветочка и закончу. И 3 ромбика получается, да? Так. Ну что, вяжем теперь, довязываем. У кого размер больше, тут может провязать и 4. Первые 8 петель провязали. Теперь далее идет у нас опять повтор. Давайте еще с вами этот ряд уже до конца довяжу. И там уже смотрим вниз. Даже можно без схемы это вязать. И провязываем. Так, 8 основным цветом. Одна желтая. Одну провязали белым цветом. 2 петли провязали желтым цветом. Одна основным цветом. Одна белым. Одна основным цветом. Одна белым. Одна основным цветом. Далее 2 желтым. 2 желтым провязали, одну белым провязали. И опять одна желтым. 2 желтым провязали, одну белым. Одну желтым. И оставшиеся петли провязываем основным цветом. Все, довязали ряд до конца. По изнанке мы вяжем без изменений. И по лицевой стороне у нас идет повтор с самого начала. Значит, сейчас я довяжу узор до конца. К вам вернусь. Начнем вязать подошву. И сразу будем присоединять ее к верхней части. Ну, на видео немножко тут накосячила, конечно. Так, вяжем. Провязала я узор вот 3 раза. Теперь перехожу. Сейчас буду вязать подошву. Давайте замеряем,
сколько у меня здесь получилось. Ну вот 10 сантиметров ширина. И здесь почти 13. Теперь попрячем хвостики все. Здесь я нитку обрезала, она у меня закончилась, если честно сказать. Так, хвостики крючком я прячу под ниточками, вверх-вниз, влево-вправо. Можно разъединить нить и завязать, сделать вот такой узелок. И опять этот хвостик спрячем. Так, все, обрежем. Так, далее. Значит, у меня здесь на пятке что у меня оставалось? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 петель. Теперь, сейчас это надо провязать. И с каждой стороны наберем петли. Подошву я буду вязать точно так же, как и вперед. По лицевой стороне все лицевыми петлями, по изнаночной стороне все буду провязывать изнаночными петлями. Так, последняя петля, тоже я провязала лицевой. Теперь под кромкой, вот под двумя дужками, под каждой дужкой набираю петельки, и у меня будет 16 петель, боковая сторона. Набираем петли до последней. Так, я набрала 15. И сейчас вот последняя 16. Здесь в первом ряду. Вот как я соединю. Сейчас сразу вот так вот две вместе соединила. А дальше уже буду во втором ряду немножко по-другому накидами соединять. Все. Подвязала. Развернулись на изнаночную сторону. Петли боковой части и петли, которые по пятке у нас на спицах, да, провязываем все изнаночными петлями по изнаночной стороне. И точно так же наберем на второй стороне петли. Значит, сейчас провязываем все изнаночными, а по лицевой стороне я буду вязать лицевыми. Провязала. Теперь набираю петли по второй стороне. Также, конечно, у меня будет 16 петель. Если у вас была пятка, стенка пятки короче, выше или длиннее, то количество петель у вас может быть немножко другое. Так. Опять крючок ввела под две дужки, захватила ниточку и на спицу петлю 1, 2, 3. Набираем петли. Так, набрала опять 15 петель, последняя 16 петля. Значит, здесь вот начало немножко ввела, соединяю сразу. Подтянули все. Первый ряд вот так соединила. Теперь далее вяжу. Значит, сейчас будем вязать все петли. И в каждом лицевом ряду, не довязывая 3 петель, я буду убавлять по 2 петли. Буду убавлять до тех пор, пока у меня на спицах не будет начальное количество петель. У меня было 29 петель, пока не останется 29 петель. Значит, сейчас провязываю все лицевыми. 1 соединительная, 1 лицевая и 2. 4 петли. Я сказала 3 петли. Не довязывая 4 петель, становимся
и там будет убавка. Первую снимаю, далее вяжу все лицевыми. Вяжем так до конца. Провязала 3 спицы. Последние 4 петли у меня осталось. Теперь 2 петли провязываю вместе, переставляю их местами. Наклон у меня получается вправо будет. 2 провязала вместе. Следующую я провязываю лицевой. Одна осталась, мы ее соединяем. Так, смотрите, здесь не пропускайте петли. Вот следующая у нас идет боковая кромка, кромочная петля. Петельку я вытащила. И эту просто набрасываю. Сильно не затягивайте. Вот так вот набросила все. Разворачиваемся. Первую я снимаю. Далее провязываю все спицы до конца изнаночными. Провязываем все изнаночными. Так, осталась у меня одна петля, последняя. Я ее не провязываю. Я ее буду соединять с кромочной петлей вот с боковой стороны. По лицевой стороне я сейчас соединю, чтобы это было более понятно. Вот смотрите, поднимаем. Вот она, дужка крайняя. Как же так, чтобы удержать и пальцем не закрыть. Это настолько быстро соединяется. А здесь вот сижу, не могу петлю вытащить. Петлю вытащила. И эту просто набрасываю. Вот последнюю петельку набросила. Подтянула. Сейчас немножко провяжется, будет более понятнее. Так, первое соединили мы. Следующую провязываю. Теперь 2 петли провязываем вместе. Это у нас клин подъема уже идет. На той стороне сделала, теперь на этой стороне. Все, 2 вместе убавила одну петлю, 2 вместе провязала. Далее продолжаем вязать все лицевыми. И в конце ряда точно так же делаю убавку на клин подъема. По изнаночной стороне мы вяжем без изменений, а по лицевой стороне будем делать убавки. Так, опять провязываем все петли до конца. И в конце сделаем убавку. Так, 5, еще одна. Довязала до конца. Осталось опять у меня 4 петли. 2 петли провязываю вместе. Убавляю одну петлю. Убавила. Далее одну провязала лицевой. И последняя петля. Я ее соединяю с кромочной петлей. Вот под кромочную ввела спицу. Вытащила петлю. И набрасываю. Или же любым другим удобным вам способом. Соединила. Опять развернулись. Первую снимаем, провязываем все 3 спицы изнаночными. В конце соединим петлю и по лицевой стороне сделаем убавку. Довязала изнаночную сторону до конца. Осталась у меня одна петля. Я ее не провязываю, переворачиваю на лицевую сторону, соединяю с кромочной петлей. Что я тут не могу развернуться? Ну, вытащила петлю и последнюю набросила. Вот так вот сделала. Далее следующую провязываю лицевой. 2 петли вместе. Клин подъема, убавка у нас, провязали. И опять продолжаем. Все привязываем лицевыми и делаем убавку в конце ряда. Значит, после того, как мы убавим петли, у меня останется 29 петель, как было в начале, я буду продолжать соединять просто кромочные петли. Вязать подошву на 29 петлях и кромочные соединять. Соединю до последней петли, к вам вернусь и будем вязать мысок потом. Все. Будет время
полшестого, а я начала вязать их в 11 утра где-то, с перерывами на чай, кофе. Так, опять у меня осталось 4 петли. 2 петли провязываю вместе. Сделали одну убавку. Следующая петля лицевая. И последняя мы ее соединяем. Подняла петлю. И 2 вместе присоединила все. Вот он, соединительный шов такой получается. Переходим на изнаночную сторону. Все то же самое. Но я думаю, смысла нет дальше продолжать, наверное, вязать всю подошву. Значит, убавим, соединим все петли до конца и встретимся. Так, что у нас тут вот так получается? Вот такие вот убавки. Поближе вам. Так, довязываю до конца. Осталась у меня вот одна петля соединить. Здесь я соединила. Последняя. Здесь спица неудобно, поэтому я подниму петельку крючком. Все, соединили, смотрите. Теперь далее провязываем. Сейчас перешла на 4 спицы. Провяжу полностью один ряд и еще один ряд. А потом буду делать убавки на мыс. Опять же, можно примерить. Если вдруг вам коротковато, то всегда можно вот эту вот переднюю часть немножко еще довязать. Все. Убавки закончились. С каждой стороны по 29 петель. Теперь провязываем 2 ряда по кругу. Так, вот здесь у меня ниточка обрезанная. Ее можно подвязать. Вот этот хвостик заправить по ходу вязания. Так, вяжем по кругу. Провязала 2 ряда по кругу. Теперь далее перехожу, делаю убавки на мыс. Убавки буду делать, как я уже говорила, через ряд. В одном ряду 2 петли провязываю вместе. Следующий ряд по кругу провязываем без убавок. Значит, в начале ряда и в конце ряда. И точно так же по подошве. В начале ряда и в конце ряда. Первую петлю провязываю. Далее 2 петли провязываю вместе. Всю одну петлю убавила. Вяжем до конца, пока у меня здесь не останется 3 петли. Осталось 3 петли. 2 петли провязываем вместе. И еще одну лицевой убавили. Переходим на подошву. Точно так же делаем. Первую провязала лицевой. Следующие 2 петли провязываем вместе. И точно так же в конце ряда. Следующий ряд будет без убавок. Довязываем до конца. Пришла в конец ряда. Опять 2 петли вместе. Убавила и последняя лицевой провязала.
Так, первый ряд с убавками закончила. Следующий ряд вяжу без убавок. И так вяжем, чередуем. Значит, вяжу, убавляю через ряд с 15 ряда. Я так сделала, у меня так. С 15 ряда убавки буду делать в каждом ряду. Убавлю, пока на спицах у меня не останется спереди и сзади по 5 петель. Останется по 5 петель, и там потом закроем. Значит, вяжем мысок сейчас, убавляем петли. Убавила петли по мыску. Осталось у меня по 5 петель на каждой спице. Сейчас я их закрою. Так, что я еще хотела сказать. Вот сколько у меня осталось ниток с мотка. Достаточно. Еще на пол носка хватит. Теперь по подошве еще раз замеряю. 23 сантиметра. Пускаю 1,5-2 сантиметра на растяжку. 40 размер у меня по подошве 24. Вот до конца 24. Так, теперь что сделаем? Что сделаем? Да вот, соберу сейчас по старинке. Я трикотажный шов не люблю. Так. Ниточку протянула через 5 петель. И вторые 5 петель протянула. Так, теперь аккуратненько выведем это все на изнаночную сторону. Сейчас крючком туда залезть надо. Здесь сильно не затягивать, чтобы красиво было. Так, и теперь здесь вот по кругу закрепим. И на этом сегодня будет все. Вот такие вот простые быстрые носочки. Коротенькие. Можно и повыше сделать, конечно, было. Резинку повыше протянуть. Вот, опять же, по желанию я не люблю высокие вязать. Для меня это сильно долго. Так, все. Ниточку запутываем, запутываем. Завяжем узелок потом. Вот так вот по кругу я ее провожу. Кому что было непонятно, какие вопросы, пишите в комментариях. Так, все, закрываем. Я с вами буду прощаться на этом. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Пока-пока, до новых встреч.